Всем привет! Я сейчас нахожусь в Казахстане, и речь сейчас пойдет об удивительной разнице в цене топлива с Россией. Порассуждаем, почему в России топливо стоит дороже и дорожает дальше, а в Казахстане до сих пор цены 2007 года. Я, конечно, рад, что тут дешевое топливо, потому что мне тут находиться еще месяц, а до этого я уже нахожусь тут 2 недели. Но почему так вышло, что в Казахстане даже российское топливо стоит дешевле, чем в России? Сравнивать буду цены на 92-й бензин в Новосибирске, Барнауле, заправлялся там, и Восточно-Казахстанской области. В России, когда я ехал в Казахстан, я заправлялся по 59 рублей за литр, а при въезде в Казахстан я заправился на первой же заправке по 40 рублей за литр. Вы представляете мое удивление? На заправке меня еще раз удивили, сказав, что топливо везут из России. Разница в цене составила 19 рублей за каждый литр, почти 50% разницы. Вот так вот. Почему так? Я задался этим вопросом и полез в поисковик. Почитав, я выделил для себя пару причин, из-за чего это происходит. И решил поделиться с вами, а вы в комментариях напишите, что вы думаете об этом, согласны или нет. Будет интересно почитать. Причина первая. Акцизы, которые увеличивают стоимость продажи топлива в розницу. Основная часть стоимости нефтепродуктов составляют именно акцизы, которые закладываются на государственном уровне. Разница между нашими странами в этом плане колоссальная. В Российской Федерации сумма акцизов составляет 21% от стоимости каждого литра, а в Республике Казахстан менее 4%. Причина 2. НДС, который в Российской Федерации, как известно, 20%, а в Казахстане до сих пор составляет 12%. А это тоже неплохая разница. Из графика также видно, что в Российской Федерации есть налог на добычу полезных ископаемых, и составляет он аж целых 30%, а в Казахстане он составляет 1% для внутреннего рынка. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на автоспот.ру, ведь тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Выходит, что 71% от стоимости бензина – это налоги в России. От этого и цена на голову выше некоторых рядом стоящих государств. В Казахстане этот момент сделан действительно хорошо и для людей, снижая затраты не только на бензин, но и на любые товары уже из-за разницы в НДС. А в России все как всегда. Только у меня ощущение, что налоги от бензина не в РФ идут, а в карман олигархов, которые это сырье поставляют. Шли бы в бюджет страны, народ жил бы лучше, а мы живем хуже. В Казахстане не только цены на бензин, там и цены на продукты ниже. И пенсия средняя выше, чем в России. Это как так? Наше правительство не знает, как поднять экономику, вот и лезут в карман народу. Так проще, не надо заморачиваться, думать. Поставил налог на все, и все, как говорится, в шоколаде. А как считаете вы, что поспособствовало такой разнице в цене на один и тот же бензин? Пишите в комментариях.